Бонжорно, друзья! Бончорно! У меня в гостях Артем. Здравствуй, Саша. Здравствуй, Артем. А я вам покажу, как сделать пиццу а-ля итальяно, причем с выпендрежем. У Артема реально очень большой навык и очень золотые руки в этом плане. Это ученик итальянских мастеров. Чао, Артем. Чао, Алехандро. Артем пришел ко мне с букетом. Хорошо, это не надо лечить. Вот. И сегодня мы Его съедим. готовим пиццу. Готовим пиццу. Кстати, под это дело я купил духовку, и Артем мне посоветовал купить камень для пиццы. Я с таким еще не сталкивался, безумно интересно, но я, на самом деле, сегодня хочу стать мастером не только в пивоварении, но и научиться делать очень крутую пиццу. Но сегодня ты мастером не станешь. Но после третьей кружки, может быть, и все и получится. Посмотрим. Знаешь, с чего начинается готовка? Вот итальянская готовка, с чего всегда начинается? С лимончелло? С бокала винища, но у нас сегодня другое. Пивище. Пивище. Бокал пивища. И начинаем готовить. Я тебя понял. Давай, на самом деле, достанем бокалы. Тут все готово. Наверное, начнем тогда сразу с апы. Нет, а давай с другого начнем. Оставим апу под уже пиццу. Да. Да? Это человек, который уже понимает пиво по бутылке, на которой нет никаких этикеток. Это единственный стиль пива, на который нет этикетки. Поэтому я знаю, что это. Ну что? Ну что, начинаем готовить? Я думаю, что до готовки дело может и не дойти. Да нет, на самом деле готовка, итальянская готовка, это же целая огромная культура. Ну да. Прямо огроменная. И главный принцип в том, главный принцип кулинарии, да, чтобы были вкусные продукты, как снаружи, так и внутри. Как в блюде, так и в тебе во время готовки. Надо получать удовольствие. Карбонизация хороша. Залог хорошей готовки и помимо хороших продуктов – это хорошее настроение. Поработаем над этим? Обязательно. Ну, сейчас подождем только немного. Ну и макни усы, ты чё? Макни усы. Макни усы, попробуй в жизни хоть раз. Ладно, пока у нас оседает пиво, мы, пожалуй, начнем готовить. Да. Погнали. Миска. Анекдот такой древний есть. Вовочка не смог ничего приготовить, потому что не нашел чистую тарелку. Все рецепты начинаются с слова «возьми чистую тарелку». Очень древний, но правильный. Нам нужна большая миска, чтобы сыпать в нее всякое. Как скажете. Отлично. А вот эту вот штуку тоже давай, она будет сейчас красиво в кадре. Нам нужна мука. Причем мука необычная. Нам нужна мука сильная. Вот у нас есть много производителей русской муки, обычной муки. Но там нигде не пишут основных параметров муки. Потому что у муки основной параметр – это сила муки. Это качество муки впитывать в себя влагу. Но она напрямую зависит от количества белка. Так что для пиццы нужна мука, в которой много белка. Сила муки. Надо было мне защищать курсовую по силе муки, да. Да. Это в общем, ускорение муки, приложенное на что? Я уж не помню эту формулу. Главное белок в муке. Потому что если не будет белка в муке, то тогда она будет разъезжаться и будет плохо тянуться. Нужно белка больше. Это итальянская мука, проверенная. Здесь белка 12. Обычно там в какой-нибудь Макфи или в другой русской муке 9-10 граммов белка. Но чем больше, тем лучше. Лучше брать 12+. Слушай, а я реально не знал, что в пицце основа – это самое важное вообще. Я тут недавно это только узнал и понял, с чего надо было начинать-то готовить. Знаешь, в чем прикол? Вот говорят про пиццу, что возьми кусок теста, положи на него все, что есть в холодильнике, и будет пицца.
Ну да. Это правда для итальянцев, потому что в Италии всегда стоит хорошая мука, хорошие помидоры, хороший базилик и сыр в холодильнике. Но у нас это немножко не так работает. Но сегодня мы будем делать правильно. У нас обычно тогда получается пицца по-домашнему. Вот это вот с майонезом сверху. Не, мазик. Вообще, блин, ну слушай, майонез – это холодный соус. Его разогревать противопоказано. Да? Прям вообще табу. Ничего себе. Вот вообще. Поэтому... Блин, я вспоминаю, так вкусно было. Ты накрошишь всего на 20 минут в духовку, и за 10 минут до конца сверху 2 такие столовые ложки мазика размажешь еще. Подзолотилось, да? Ух, вообще. Лучше масличком побрызгать. Ну или там... Не, надо правильно научиться. И сегодня прям у меня Да, бешеное мы сейчас желание. Давайте, Так, что делаем? сегодня мы сделаем 2 пиццы. Первая классика – маргарита. Это самая знаменитая пицца в мире на самом деле. И пицца существовала очень давно, но назвали Маргаритой ее в честь королевы Маргариты в 1989... Нет, я вру. В 1889 году. Когда Ого. королева Маргарита впервые попробовала эту пиццу, а во дворце они не ели пиццу, потому что это как бы Как она лепешка... сказала после этого? Белиссимо. Она Бон. сказала после этого, что я запрещаю всем готовить пиццу Маргариту, кроме моего дворца. Ничего себе. Ну, какое-то время, я думаю, это правило соблюдали, но потом, Ничего естественно, себе. забили. Но она так вот просто присвоила... Жадина, Мало говядина, того, да? что она назвала пиццу своим именем, так она еще и запретила всем ее готовить. Что, нифига она ушлая какая. Ну, короли они такие. Все могут короли. Поэтому мы будем готовить пиццу Маргариту классическую и будем готовить пицца Бьянко. Это со сливками, картошкой. Это русская, да, такая штука? Сливки, картошка, бекончик и розмаринчик. Муа! Тем, я тебя еще удивлю, но у меня есть целая упаковка нарезанного пепперони. Пепперони, пепперони. Сейчас все будем пробовать. Естественно, пиццу можно готовить как хочешь. Но есть все-таки правила. Да, Есть да. правила. А какие правила есть? С чего А мы начнем? сейчас в процессе будем все делать и все расскажем. Так, Давай. для пиццы с картошкой я сразу поставил воду. Нам нужно сварить пару А картофелин. по-моему, она, кстати, закипела. Можно туда бросить пару картофелин и их просто сварить прямо в мундире. Что мы, собственно говоря, сделаем. Давай, с меня картошка, да? Да. Стой. Окей. Ты начал готовить. Ну, Ты первое правило уже нарушил. я еще не притронулся. Так, ну что ж. Обзор на это пиво будет чуть позже, но мы уже его дегустируем. Это специально для Тёмы, потому что это его любимый стиль пива. Это дымный портер. Белиссимо! Боно! Боно, боно. Нет, муки мы возьмем полкило. Полкило это обычно где-то 6 пиц, а 6 пиц это где-то на 5 человек, на 5-6 человек. Здесь полкило муки. Мы его сначала просеем. Давай только, чтобы на пол нету. Ты сам сказал, можно пакостить. Мы его просеем. Просеивать нужно для того, чтобы там было больше кислорода. А если будет больше кислорода, то дрожжи просто быстрее начнут есть, собственно говоря, сахар и размножаться в этой муке. Это можно не просеивать. Просеивание просто ускоряет процесс брожения. Здесь полкилограмма просеянной муки. Для удобства просто сделаем вот так вот. И как это итальянский жест вот так. Воу-воу-воу. Следующий важный параметр – это влажность теста. То есть есть мука, есть вода. Нам нужно получить из этого всего теста. Идеальная влажность для пиццы неаполитанской – это 75%. То есть килограмм муки, 750 грамм воды. Но мы возьмем поменьше воды, чтобы было просто удобнее и быстрее все это работать. Потому что когда 75% влажность теста, оно прям такое вот. Так, духовка. Духовка должна быть на самой максимальной температуре. Вообще в идеале, чтобы там было 400 градусов. Но как бы в квартирах это практически невозможно никогда. Ну, да. Если у вас есть градусов хотя бы там 220, 240, 250. В общем, чем больше, тем лучше. Если у вас есть печной камень, или пекарский камень, или хлебный камень, его нужно предварительно раскалить. Чем дольше его раскалять, тем лучше. Если он вот такой же, камень называется из шамотной глины, то есть глиняный,
Он будет нагреваться примерно 2 часа, чтобы он полностью прогрелся. Прогреть нужно, естественно, на максимальной температуре. Поэтому включаем духовку, ставим камень в духовку, и пусть он себе там спокойно греется. Если ждете гостей, то, естественно, это все нужно сделать заранее. Или лучше даже с утра поставить камень, чтобы он там 2 часа прогрелся, потом выключить духовку, дождаться гостей и включить заново. Камень за это время не остынет, но уже будет готов, чтобы не терять время уже в процессе. Дальше. У нас есть тесто. Нам нужны еще дрожжи. Самые быстрые, самые эффективные дрожжи, конечно, живые. Но живые есть не всегда, но всегда есть сухие. Тут без разницы на самом деле. Я люблю работать живыми, но если нет, я использую сухие. Сухие дрожжи разводятся по инструкции. То есть там есть инструкция обычно, 11 грамм там идет на килограмм или на полкило. На самом деле дрожжей бояться не надо. Если положить их немножко больше, процесс пойдет быстрее. Ничего страшного в этом не будет. Поэтому сейчас на полкило пиццы мы положим маленький кусочек дрожжей, буквально там, я не знаю сколько здесь, 6, наверное, грамм. Вот такой вот кусочек. Я его прям помельчу и сюда покрошу. Все, этого нам будет достаточно. Дальше идет вода. Делаем сейчас гадкое месиво на столе у Саши. Как ты думаешь, что еще будет в тесте, кроме муки, воды и дрожжей? Я думаю, что соль и сахар. Соль и сахар? Да. Соль будет, сахара нет. А откуда тогда дрожжи получат сахара? А в муке есть углевод. Углевод – это сахар. Дрожжи будут жрать углевод из муки. Ага. Этого будет вполне достаточно. Ну хорошо, может быть какая-то приправа или там оливковое масло, например, чуть-чуть. Оливковое масло положить на самом деле можно. В Италии много регионов, много, естественно, рецептов. Но самое такое первое, самое классическое, наверное, это неаполитано. То есть это рецепт неаполитанского теста. Туда оливковое масло в само тесто не идет. Но чтобы было легче с ним работать, потом руки помазать оливковым маслом, там со стола собрать оливковым маслом тесто и так далее. Так, я замешал 300 мл воды, собственно говоря, и полкило муки. Здесь будет примерно 60% влажность теста. Все, теперь это надо более-менее аккуратненько вымешать. Просто руками. Соль я еще не добавлял. Соль будет вообще Ты научился уже вот это вот раскручивать, вот это все? Я немножко повыпендриваюсь, но не научился. С руки на руку перекидывать. Слушай, для этого нужна тоже немножко другая мука, чтобы это все делать. Это называется пицца-акробатика. То есть это прям целая такая наука и, как правильно сказать-то, дисциплина. Ух ты. То есть по ней проводятся чемпионаты и так далее. Прикольно. А где это можно? Ну, в Италии, наверное, да, посмотреть? Слушай, у нас есть русские там вот эти вот Акробаты? пиццайолы, пицца-акробаты, да. Тесто должно быть не твердым, тесто должно быть жиденьким на самом деле. Но жидким до той степени, пока оно... Когда его можно будет встать в шарик, тогда будет нормально. Давай все-таки еще немножко водички. Давай. Вот. Говори, сколько поливать. Чем жиже тесто, тем пицца потом получится мягче. Тем пицца получится мягче, и тем будут больше и красивее пузыри на корках. Да, это важный момент. Прям такую хочу видеть на столе. Вот. Предвкушаешь. Да, Как слушай, я еще есть хочу, капец. Я уже на это тесто засматриваюсь. Мешать его, естественно, можно. Расскажи, какая технология? Вот, как вымешивание? Технологии вымешивания нет. Как Суть того, любимую женщину? Нет, пожалуй, не стоит, потому что останутся синяки. Ну, здесь немножко силы надо иметь, но смысл в том, чтобы растягивать волокна. Его просто нужно растягивать, и все. Обычно это делаю вот. Ага. Все, оно вот растягивается в ширину. Я его так растягиваю пополам и опять пошел. Много силы здесь не надо. То есть это сможет сделать и женщина? Да, конечно. Блин, женщины все время тесто месили всю свою историю. Ну, я не знаю, для пиццы это то же самое? Для пиццы тесто даже еще мягче, чем на хлеб и на Понятно. пироги.
Может быть, мне что-то поделать пока, там, порезать что-нибудь? Нет, давайте по порядку, да, пойдем. Да, по порядку. У нас же мастер-класс, так сказать. Один показывает, другие смотрят. Прекрасно, да? Вот тоже, когда гости приходят, когда делаешь пиццу, все садятся за стол и ждут, пока им дадут пиццу. Там. Ты себе успеваешь налить бокальчик чего-нибудь и встаешь, начинаешь тесто, пицца. Она же быстро готовится. Там в духовке буквально пицца готовится там 7-8 минут. И все. То есть ты берешь, растягиваешь, накладываешь начинку, ставишь в духовку. У тебя есть 7 минут, чтобы подготовиться либо к следующей пицце, либо что-нибудь там выпить или поесть, еще что-нибудь. А у Тёмы еще очень прикольное расположение на кухне. То есть реально можно сесть и как в зрительном зале смотреть, как маэстро готовит. Вот так обычно и происходит на самом деле. И в итоге ты делаешь 10 там пицц, у тебя собирается там человек 7, но на запас обычно берешь и себе на утро там один комочек теста оставляешь, чтобы сделать пиццу. И 7 пицц ты готовишь 2 часа вот так вот. И гости там уже сидят, всем весело, все тебя хвалят, вообще все прекрасно, все очень вкусно. А ты съев там 3 кусочка, которые тебе все-таки остались, потому что ты выдаешь пиццу порционно, они съедаются быстро и ждут следующее. Опять выдаешь, опять по кругу пройдет, если что-то осталось, то хорошо. Я уже себе это представляю, так есть хочу. Тёма, что ты мучаешь меня? Так, вот, собственно говоря, тесто. Все, оно уже получилось готово, да? мягенькое, да, но я еще не добавлял соль. Потому что соль принято добавлять в конце. Ух ты. Соли я кладу много. На килограмм примерно 22 грамма соли. А почему? У нас здесь нет сахара, нет других усилителей вкуса. И здесь будет важна соль. Потом еще начинка будет не очень соленая. Потому что мы будем использовать томатный соус, моцареллу. Моцарелла вообще очень нейтральная. У нее только вкус молока и все. И базилик. Поэтому больше мы ничего солить не будем. Тесто должно быть достаточно соленое. Само по себе тесто должно быть очень вкусным. Потому что кроме теста в пицце вообще мало что есть. На самом деле в классической. Конечно, можно закидать вот такими вот слоями, как мы всегда раньше делали. Это я так делал. С мазиком, с помидорами, которые потом так вот плывут у тебя с этой пиццы. Но мы делаем красивую. И тесто должно быть вкусным. Ну да, тогда тесто не пропекается, я правильно понимаю? Оно проваривается, когда много начинки. Оно не может подняться, даже если кто-то не забывает положить туда дрожжи. Оно не может подняться под тяжестью. И из-за того, что там очень много воды, она плывет. В тесто впитывается вода, оно пропекается, точнее проваривается. И у тебя получается вареное тесто, а не запеченное, не поджаренное. Ну да. Вот. Сегодня все... Поэтому в тесто идет на самом деле много соли, чтобы просто оно было вкусным, чтобы у него был прям вкус. А из-за того, что здесь как бы мука, вода и дрожжи, здесь вкуса будет. Ну, у муки какой вкус? Вкус муки. Конечно. Ну да. У воды вообще вкуса нет обычно. Вот. Поэтому надо все-таки... У хорошей воды нет вкуса. Надо специю добавить. В данном случае специя – это как бы соль. Сахар здесь не нужен, потому что, чтобы почувствовать сахар, его тоже нужно положить много. То есть соли почему так много? Чтобы почувствовать соленое тесто. Если положить сюда сахар, чтобы он почувствовался, его тоже нужно положить много. Если мы положим много сахара и много соли, оно будет сладким. Оно в любом случае будет сладким, мы если добавлять пирожки сахар. Готовим. Да. А если добавлять сахар только для дрожжей, дрожжам хватит. Здесь углеводов достаточно, чтобы им поесть. Ну ладно. Вот, можешь потрогать, какое оно. Оно упругое, но оно мягенькое. Да. Вот это 60% влажности. 70% уже вот так, если положить, он такой... Прикольно. Это будет уже не очень удобно. И смотрите сейчас, что я покажу. Здесь много белка, собственно говоря. Белок создает между собой белковые связи. Вот чем отличается, от чего зависит вообще сила муки? От белка. А на что это влияет? Вот смотрите. Я растягиваю муку, то есть проверяем ее эластичность, точнее тесто. Видите, она начинает рваться вот такими вот хлопушками. То есть это называется белковая сетка. Вот, видите, сетка. Это означает, что белок еще не пропитался влажностью, он еще не готов. Сейчас мы его оставим. Белок насытится влагой, и там получатся эластичные белковые связи. Вот в конце, когда оно будет готово, покажем то же самое, только уже с готовым тестом. Что, собственно говоря, покажет эластичность теста. А нам нужно для пиццы эластичное тесто. Все, формируем красивый шарик. Знаешь, как это называется?
Называется болла. Шарик. Болла? Да. А теперь, если сделать так вот, знаешь, что получится? Сосок. Это сисьолла. Так, сейчас мы возьмем немножко маслечка, чтобы это все никуда у нас не прилипало. Как говорит один очень знаменитый шеф, a little bit of extra virgin olive oil. Чего? A little bit of extra virgin olive oil. Значит, с придыханием. Немножко сюда. Вот так вот сделаю. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Все, оно у нас в маслечке, оно немножко впитает массу, не прилипнет и будет спокойно всходить. Когда он будет всходить, ему уже нужно будет ползти по тарелке, чтобы ползти было нормально. Давай закинем мультиварку на режим теста. Не надо. На полчасика. Ну ладно. Пусть стоит. Все, накрываем, ждем где-то час. Чем накрываем? Пленкой, полотенчиком, чем угодно, чтобы оно не обветривалось. Ну, давай, чтобы оно не сохло, не возникло никакой корки. Ты знаешь, есть одно правило, вот ты так готовишь гостям, а убираешься потом не ты. Убираться потом надо кого-нибудь другого заставить. Ну, гостей, например, да? Гостей, жену. Так у тебя это происходит? Ну, примерно, да. Надо, в общем, мне пораньше уходить всегда. Да не, на самом деле. Самый стойкий. Вот. Вообще пиццу готовить очень весело. Это всегда, я не знаю, с дочкой я готовлю все время с тестом, руками на столе повозюкаться. Вдвоем, потом эти шарики полепить, потом их поподкидывать. Это просто, веселое занятие. Всегда зрелищно, на самом деле. Вообще собираться компанией и готовить в этот момент, мне кажется, это как-то интересно, что ли. Это и зрелищно, и вкусно, и весело. Да и одному готовить неплохо. Ты знаешь, что когда ты готовишь, всегда вкуснее то, что ты приготовил руками своими. То есть чем что? Чем когда тебе приносят, например, готовое. Конечно. Потому что у тебя возникает интерес к продуктам, к ингредиентам, у тебя любопытство возникает, что в итоге получится. И такой пробуешь, прикольно, типа. Это всегда вкуснее получается. Давай все вымоем. Я даже, когда готовлю с детьми, они, отказываются же есть обычно. Я это не буду, не хочу, еще что-то. Ты начинаешь рассказывать про вот это вот вкусно, попробуй отдельно, одну, вот это вкусно, попробуй отдельно. Сейчас смешаем все вместе. Вкусно было? Вкусно. Попробуй все вместе. Еще вкусно. От этого интереса больше. У взрослых точно так же работает. Прикольно. Тём, я тебя на самом деле хотел спросить, а когда ты приготовил свою первую настоящую пиццу, как она должна быть? Давай тогда начнем издалека, из самого детства. То есть... Давай не настолько. Я издалека, но быстро, да? Ага. Слушай, пицца же все равно это даже русская традиция, потому что наши мамы, даже бабушки, готовили эти вот пиццы на противне еще когда, тоже из дрожжевого теста. На слоеном. Иногда из слоеного, теста. И пихали туда практически все, картошку, колбасу, соленые огурцы, все сверху мазиком, кетчупом обязательно намазать. Обязательно отношение к кетчупу, я, кстати, хотел еще рассказать. Отношение итальянцев к кетчупу. Я тебе скину потом видосик, ты вставишь пару кадров, как они реагируют. Давай. Там им дают макароны сверху кетчупом политые. Они такие, что? У меня отберут паспорт, если это съем. Я думал, что это городские легенды. Никакого кетчупа и так далее. И на самом деле так и есть. То есть кетчуп у них прямо нет. Нет. Это американская какая-то штука, и они ее не едят. То есть кетчуп табу. В пицце кетчуп табу. Вот это видео. Ma neanche ammalati terminali in ospedale danno sta portare, dai. Stavo per fare il bravo ragazzo. Ma no, ma che cos'è? Non si fa! È una bestemmia! Mi viene da piangere! Mamma mia! Вот. И настоящую первую пиццу я, конечно же, потом много экспериментировал. Лет 5 назад я еще не понимал, почему мне не получается такое тесто. Угу. А какое тесто? Если вы хотите посмотреть какой-то каноничный рецепт, рецепт какой-то страны, тот же самый рецепт пиццы, возьмите на Ютубе и забейте не на русском языке пицца, а на итальянском рецепте, пицца, я не знаю, как на итальянском. Google переводчик. Пицца? Представляете? Так и есть на итальянском. Если так ведешь,
то получатся американские рецепты. А нужно сделать типа... А я вбил, когда готовился к нашей сегодняшней встрече, я смотрел, как итальянцы готовят пиццу, но интересно было уже заранее. Я прям открыл Google переводчик, вбил туда «пицца на камне дома», перевел на итальянский и ставил это все в поисковую строку на YouTube. И смотрел реально на итальянском языке. Ничего не понятно, но красиво говорят, с ума сойти вообще. Вот, и рецепты будут отличаться очень сильно. То есть, если вы хотите посмотреть там какой-нибудь французский рецепт, тот же самый соус болоньезе итальянский, или соус, какой-нибудь другой соус, демигляс, тот же самый очень сложный соус, но он французский. Смотрите на французском языке. Французские видео не на русском ютубе, а именно вот по-французски. Рецепты прям сильно отличаются, и качество, естественно, тоже сильно будет отличаться. Так вот, я смотрю, значит, рецепты итальянских шефов, я смотрю, что они делают с тестом, и понимаю, что у меня тесто такое не получается. То есть оно не рвется, оно у меня другой консистенции, хотя делаешь все по рецепту. И когда я понял, что что-то здесь не так, естественно, я пошел в мастер-классы. То есть в Екатеринбурге есть огромное количество там, итальянцев, шефов итальянцев, которые ставят кухни и ставят пиццерии на поток. То есть ты проходил прямо на профессиональной кухне? На профессиональной кухне, прямо в ресторане, прямо в пиццерии. То есть шеф из Италии, первый мой мастер-класс был от шефа Франческо Спамиати, его звали. Первого всегда помнишь? Да. И тогда я понял, он мне показал вот именно эту муку, делай из нее, все получится. Мы начали делать то же самое абсолютно, только из этой муки, все получается. И вкус другой, понимаешь, и ощущение другое. Вкус блюда — это что? Это сам вкус, запах и твои ощущения, да, вот это вот текстура, хрусткость и так далее. И еще там воспоминания, да, твои эмоции, ассоциации и так далее. Да, это такой коэффициент серьезный. И здесь я понимаю, что беру бортик, он хрустит, прям вот божественно хрустит, я понимаю, да. И всего лишь нужно было поменять муку. Хотя, казалось бы, мука везде одинаковая, белая. Мука лежит и все. А нет. Смотрите нормальную муку с большим содержанием белка. Продается в Метро. В Метро вообще продаются нормальные продукты, которых обычно в других сетях нет. Да, это не реклама, это просто рекомендация. Да, тем более сейчас есть адекватная, прикольная доставка из Метро, которую можно спокойно заказать домой. И там давным-давно нет уже этих карточек, как бы и так далее. Но это не реклама, просто нормальный магазин. Ну, я вам скину, там, если хотите, там вам будет еще 250 рублей, там бонус от меня, промокод внизу. Да. Так вот, я начал ходить на мастер-классы. Естественно, там были сочетания вкусов, да, сочетания продуктов, вплоть до того, какой должен быть помидор, чтобы его можно было положить на пиццу. То есть пицца, простая. Ингредиенты самое важное. Тот же самый пицца-соус. Качественная, да? Да, они должны быть вкусные. То есть пицца, вот маргарита, состоит из 4 частей. Это тесто, а тесто состоит из муки. Как бы там только вода, она вкуса не имеет. Это мука, это, собственно говоря, сыр моцарелла, который тоже должен быть вкусный, но он обычно везде одинаковый, он нейтральный, у него вкус молока. То есть плохую моцареллу очень сложно купить. Единственное, что могу сразу сказать, есть моцарелла сухая, которая продается вот в таких вот брикетиках без рассола. Когда ее кладешь на пиццу, она может засохнуть одним комочком, будет типа, знаешь, такая пластиковая шишечка. Нифига, я разломил ее на много маленьких частей, и они распались. Ты сейчас увидишь, мы для примера просто положим. Хорошо. Поэтому я просто рекомендую брать рассольную, которая плавает в рассоле. Окей. Она сочная, она сочнее, поэтому она будет растекаться прям до... И там бурлить еще такие пузырики будут, которые будут в какой-то момент застывать и подпекаться пузыриками. Ой, вот все, я есть хочу, Тёма. Вот. Короче, советую все-таки рассольную моцареллу. Ну, ее сложно купить плохой. Ну и самое, конечно, важное здесь – это пицца-соус. Вот что, по-твоему, пицца-соус? Ну, точно не кетчуп, как я узнал уже. По-моему, это должно... Мамма мия! Паспорт отберут, если это съем. Вы что? Ну, скажем так, я знал, что это не кетчуп, но я делал этот пицца-соус сам из томатной пасты, соль, сахар, орегано, оливковое масло, все это перемешать, и, в принципе, получалось ничего так. А вот смотри, соль, сахар. Какой помидор по вкусу? Вот, приоритет у него? Вот сладкий, горький, кислый, соленый. Сладкий. Помидор должен быть сладким.
Если помидор сладкий, сахара уже не надо. Если он кислый, то сахара нужно добавлять и так далее. Идеальный вообще пицца-соус, который есть, это вот помидор, вот этот вот вкусный бабушкин помидор, да, который прям вот сам по себе очень вкусный. Фантазию не включайте. Берешь помидор, черт побери, берешь помидор, бланшируешь его, ну, снимаешь шкуру, да, через кипяток. Можете там посмотреть, не знаете, как это делать. Бланширование забейте в поисковике. Просто как снять шкуру с помидора. Вот. Убираешь из него шкуру, вот так вот берешь в руку и на пиццу, вот на тесто вот так вот жмяхаешь просто. Он у тебя расползается, сок растекается. Все, достаточно. Если вкусный помидор. Если помидор хуже, там, магазинный, но не та пластмасса, да, которая в обычном магазине, ну, более-менее вкусный, в нем обычно очень много жидкости внутри, где семечки. Вот. Лучше эту жидкость оттуда просто убрать. Упираем в серединку с семечками. Все остальное то же самое. Берем, вот так вот делаем. Просто на пиццу. Тоже будет очень вкусно. Также есть пицца-соусы готовые, причем есть хорошие соусы. Желательно брать все-таки из там, тех же самых итальянских помидор, потому что русский соус и русская томатная паста, которая, она же, это ведь те же самые вот пластмассовые помидоры, только растертые и, ну, превращенные в пасту, да, выпаренные до состояния пасты. Лучше брать все-таки. Вот, давай прям покажем, да. Вот, это итальянская баночка помидоров. Это уже готовый пицца-соус. В нем еще есть орегано, базилик и соль. Больше здесь ничего нет. Это просто из вкусных помидор. Вот то же самое. То есть протертый помидор, из него убрана уже лишняя влага, поэтому пицца не растечется, не промокнет. И все, он готовый. Подсаливать даже там не надо, ничего. Просто намазал, как бы и все. И вкус совершенно вот другой. Можно взять 2 банки там нашего пицца-соуса какого-нибудь и там итальянского. Так. Вкус сильно разный. А вкус, знаешь, в чем разный? Вот в помидоре. Либо ты бабушкин помидор протер и сварил из него соус, да? Либо ты магазинный протер и сварил из него соус. Вот в этом и различие, как бы. Будет вкусный соус, будет вкусная пицца. Все. Я сравню, на самом деле. Я еще не пробовал такой соус. Я только вот готовил, как я вам сказал. Ну, давай. Чем мы будем ждать? Да, действительно. И на самом деле стоит... Аромат классный. Консистенция По стоимости оно, конечно, дороже, но не сильно дороже, чем тот же самый слушай, это пицца-соус. Это просто вкусные помидоры. Берешь вкусный помидор, получается вкусная пицца. Классно. Я бы, честно говоря, просто вечерком бы сидел и ложкой бы ел это. Реально клево. Вот, а чувствуешь там базилик и орегано? Конечно. Все, больше ничего нет. Это похоже на то, что делаю я, только это жиже и вкус помидора поярче. А еще в томатной пасте ее надо же жарить. И нужна термическая обработка, чтобы из нее вот этот вкус железа пропал. Она железистая. А здесь ну, ничего не надо. Взял и наложил. Кайф. Наклал на пиццу. Ладно. Что делаем дальше? Так, смотрите. За это время тесто-то у нас выросло. Но ему еще нужно постоять. Оно уже выросло в 2 точно раза, если не больше. Ну, давай еще. Но ему еще нужно постоять минут 20. Оно тогда будет вообще конфетка. В это время у нас раскаляется камень. Мы переставили камень на самый верхний уровень, только чтобы там потом вошла пицца между верхом и этим. Максимальная температура. Все, он там стоит, раскаляется. Чем лучше раскалится, тем, конечно же, лучше. А сейчас мы используем магию видео. Так. Мы не ждем теста, а берем заготовочку. Я сделал заготовочку. То есть сделал то же самое тесто, только сделал его на ледяной воде. То есть вода прям была со льдом. Так. Чтобы не пошел быстро процесс брожения. Закинул в холодильник вот этот же комочек. Он у меня там стоял 3 дня. Я его потом расфасовал вот в эти вот штучки по 200 грамм, чтобы было удобно. Вот, типа, обычно 180, там, 200 грамм вот для одной порции. Проверим? Ну, на, держи. У меня еще один есть. 201. Клади. 204. Ох, черт. Бурак. Это дрожжи расплодились. Реально, масса увеличивается, когда... Ну, конечно, нет. Вот.
И оно у меня стояло в холодильнике с медленным брожением, то есть процесс брожения шел не быстро, Так. его газами не раздувало, он шел медленно там. Дрожжи из-за этого дали больше вкуса, аромата брожения. Вот на сейчас попробуй. Вот прям вот из открытого пакетика вот так вот. Ух, дурманит. Ну, реально. Запах брожения. Брашкой пахнет, да. Вот. И это дает просто дополнительного вкуса тесту. То есть, если у вас заранее, да, вы понимаете, что у вас там день рождения или какой-то праздник или что-то еще, то можно сделать заранее за 3 дня тесто, и тогда оно будет просто вкуснее. Ну да. Вот и все. Если Но нет, то можно сделать. Можно, естественно, так. И вот оно немножко постояло еще. Те же самые пропорции, та же самая концентрация, но оно вон уже стекает. Оно стало немножко жиже, потому что клейковина там разошлась. И помните про Что у тебя там разошлось? Клейковина. Это что такое? Ну, белок. А. Это белок пшеницы, называется клейковина. Ага. И вот эта вот белковая сетка, как у нас была на том тесте, да? Вот сейчас можно здесь проверить. Я подойду, покажу. Конечно. Вот, то есть там оно расходилось такой решеткой, да? А здесь оно прозрачное, вот оно прям прозрачное, но оно не рвется. Ну, понятно, что я там уже пальцем пробил, но вот оно тянется. Это вот развитие клейковины называется. У теста есть вот эта вот решетка белковая, она фиксируется. Вот я его вот так вот держу в мешочке, в круглом. Все, решетка зафиксирована в круглую форму. Если бы я придал форму квадрата, да, в квадратной форме, сколько бы я это ни раскатывал, ни растягивал, оно потом обратно вот так вот в квадрат будет присоединяться. А это в круг. Так, дальше. Как его мы раскатываем в пиццу? Как? Скалку забыть вообще. Скалку нельзя, потому что мы его сейчас, это тесто, бродим дрожжами, чтобы там образовалось много пузырьков воздушных, много воздуха. Если мы его сейчас возьмем и скалкой проведем, мы весь этот воздух просто выпустим. Тогда его можно было вообще не бродить, дрожжи здесь не помогут. Но чтобы оно было более хрустящим, более таким пузыристым и воздушным, нам нужно как можно больше сохранить там воздуха. Поэтому никаких скалок, только руки. Так. Мы берем этот шарик теста, возьмем немножко муки, чтобы просто было удобнее работать. Я смотрел, как итальянцы руки ставили в видео. Сейчас покажу. Вот он брал, вот так палец на палец, вот так перекрестил. И тут вот так. И вот средними пальцами и остальными дальше среднего он раздвигал. Да, но можно делать все проще. Можно вообще делать вот так. Так вот делаешь, оно потихонечку у тебя будет вытягиваться. Мы сделаем примерно так же, да? Сделаем вот так вот. То есть бортик мы оставляем, потому что бортик – это самое вкусное. Кстати, даже есть ассоциация защиты от непоеденных корочек у пиццы. Да, и там прям очень много людей. Это вот к тем, кто не ест корочки. Блин, уже давно решили эту проблему. Туда закатывают сыр или сосиску, получается пицца, и бортик сосиска в тесте. Это когда невкусное тесто. Когда тесто вкусное, нафиг там никакая сосиска и сыр не нужен. Бортик, он очень маленький, тоненький. В смысле, тоненький по количеству теста. Он может быть очень объемным сам по себе. Воздушный. Да, воздушным. Да. Но по количеству теста он будет на самом деле маленьким. Вот, мы вот так вот немножко придали форму. Сейчас можем просто вот так вот потихонечку растягивать это тесто. Можем немножко даже повыпендриваться. Давай. Так вот его еще можно подрастянуть, чтобы Артем сейчас снизу так пальцами его раздвигает. Да, то есть вот. И делать вот так вот. И что происходит в этот момент? Оно равномернее просто растягивается. На самом деле это просто понт, который... Ну, красиво. Нет, при жидком тесте, если бы оно было прям жидкое, оно, естественно, в воздухе бы прямо раскрылось бы, растянулось. Но из-за того, что мы делаем немножко погуще, чтобы проще было с ним работать, оно не раскрывается, это просто выглядит красиво. Там раз ты прилипла. Это как макароны проверяли на готовность, знаешь, этот миф или не миф, я не знаю. Расскажи. Не знаю, типа в Советском Союзе там и постпространстве Советского Союза, когда появились нормальные продаваемые макароны, типа чтобы проверить, сварились они или нет, их подкидывали. Если типа прилипает, то готово. Какой кошмар. Слушайте, я не знаю, правда это или нет. Если готово, как там потом есть оттуда? Но откуда-то я это знаю. Ну, одну макаронину, типа. Вот. И оп. Про альденте они вообще не слышали, да?
Нет, конечно. Альденте, понимаешь, невозможно с нашими макаронами. Угу. Вот если, типа, взять обычные макароны, которые там продаются везде. Буковки. Буковки, не буковки. У нас все макароны из мягких сортов пшеницы. Это тоже мука из мягких. И вообще вся белая мука – это из мягких сортов пшеницы. А из твердых сортов она желтая, и она как манка. То есть вот такая. Ее не могут размолоть сильнее. Наверное, могут, но почему-то нет. Она как манка. И из нее только в промышленном способе делают нормально макароны, потому что ее невозможно раскатать нормально. Потому что она прям манка-манка. То есть из твердых сортов для лагмана ты дома лапшу не сделаешь? Нет. Да нет, на самом деле сделать-то можно. Там сейчас эти раскатки для пасты нормальные есть, более-менее мощные. Раскатать можно. И тогда она будет вот из твердых сортов, потому что она сделана из муки твердых сортов. И тогда из-за того, что она твердая сама по себе, представляешь, да, консистенцию манки? То есть она твердая. Да. И тогда их можно не доварить, пока еще хрустит это все. А из-за того, что мука уже, в принципе, вот это вот из мягких сортов помолотая и мягкая, оно не может быть альденте, оно не будет твердым, оно уже мягкое изначально. Понятно. Вот. Так, у нас получился вот такой вот кружочек пиццы. Так. Собственно говоря. Мы его еще немножко дорастянем, чтобы он более-менее равномерный был. Раскатывать можно растягивать, пока не начнет, там, не знаю, рваться. Чем тоньше, тем лучше. Да, мы же делаем пиццу на тонком тесте. Да. Оно, правильно сказать, есть пицца неаполитана. Оно делается толстым куском, но там сначала запекается само тесто, а потом накладывается начинка. Это как булка хлеба, наверное, вот с начинкой сверху. Но мы другое делаем. Мы сейчас делаем классическую маргариту. Она делается вот из этого теста. Делаем вот так вот руками, просто его растягивая, чтобы бортик остался. Видите пузыречек? Он у нас останется в конце, этот пузыречек, и будет очень вкусно хрустеть. Ты не будешь надрывать его, да? Конечно, нет. Это самое главное, самое важное. Окей. Мы его просто растягиваем вот так вот руками. Можно еще немножко повыпендриваться, да? Ух ты. Что, оно реально растягивается в полете? Конечно. То есть, сила как бы центробежная, она работает. Все, вот сейчас так вот делать. Хоп. Реально все. Тесто с пузырьками. Да, потому что мы не выгоняли из них скалкой. Прикиньте, я вот вообще все наоборот делал. Я раньше скалкой раскатывал. Но нет, тогда смысл в дрожжах в том, чтобы воздух остался внутри. Кто же мне раньше об этом рассказал? Вот, теперь вы знаете, дорогие наши. Вот, немножко еще подрастянем его, чтобы сюда влезло больше начинки. Все. Вот они, пузырьки остались везде. Вот такого размера наша пицца на самом деле и будет. То есть это порция на одного человека. 200 грамм кусочек теста, порция на одного человека. Ну, сколько сантиметров эта пицца? Нет, не знаю. А давай замерим. Опа. Алехандро меня перепроверяет. Там граммовки не совпадают. Я не знаю. Сантиметров 25 здесь должно быть. Да? Слушайте, четко, 25. Вот, 200 грамм теста – это 25 сантиметров. У меня просто всегда рулетка с собой. Поймите меня. Откуда ты это достал? Всегда на поясе висит. Вот, основа готова. Для того, чтобы было удобнее все это выпекать, можно пользоваться бумагой для выпекания, чтобы не прилипало все к камню. Вообще камень горячий, на нем можно выпекать прямо так. То есть вы берете какую-то лопатку или досочку какую-то, вообще лопата для пиццы, да, как она была, и просто закидываете ее на камень. То есть тесто кладете на лопату, на нее все, начинку на нее кладем и закидываем на камень. Но чтобы было удобнее, чтобы камень потом не нужно было там мыть, чтобы там... Он сейчас новенький камень, красивенький, я не хочу его пачкать, поэтому воспользуемся просто ковриком для запекания. Это стекловолоконный, по-моему, он называется коврик. Еще есть титановые коврики. К нему ничего не липнет, мы просто возьмем его. И он нам печь вообще никак не помешает. Вот сейчас возьмем... На, держи. Давай. Чтобы переложить кусочек, нужно сделать тесто. Чтобы его не повредить. Делаем вот так вот просто. Хоп, клади. Ничего, что тут клади. И вот так, хоп. Обратно. На руку намотал. Да. Наш кусочек. О, тесто. Вот, пузырики, видишь, они сохраняются. Да. Они еще в духовке поднимутся, будет просто божественно бомбисимо. Ой, дальше
На вот такую пиццу, давай мне ложку, я кладу примерно 4 столовых ложки. Давай. Поработай немножко. С удовольствием. 4 Примерно, столовых ложки. Да. 4 или 3. Давай вот начнем с 3, если что, потом закончим. И просто... Бортики я не смазываю, правильно? Нет, бортики будут у нас так красивые. А это будет, ну, основа вкуса, как бы, помидоры. Да. Поэтому, как обычно, мы еще любим положить сверху помидоры, не нужно. Вот вкус помидор будет давать соус. Угу. Больше вкуса здесь не нужно. Сразу спрошу, надо толстым слоем намазывать или вот так достаточно? Вообще здесь не нужно перебарщивать. То есть вот 3 ложки положили, размазали. Угу. Не надо, чтобы там сантиметр, там 2 миллиметра было. Вот так вот помазали его и все. Супер. Вкуса для этого будет достаточно. Смотрите, пицца Маргарита, из-за того, что здесь моцарелла и базилик и пицца-соус, может быть немножко не соленый. Поэтому обычно ее чуть-чуть подсаливают. Ну, правда, щепоточку там буквально, какую-то маленькую. Вот так вот. Все. Она так становится вкуснее. Дальше. Моцарелла. Так. Естественно. Если один какой-то большой кусок, то кусок от куска отрываем, просто пам. Подожди, а сыр не в конце кладется сверху всего? Нет. Вот Сверху это тоже... всего. А чего всего? Пицца Маргарита здесь. Пицца-соус, моцарелла и базилик. Это и Ну так да. конец. Вот. И просто так неаккуратно. Не надо делать что-то там в узорчике. Выстраивать. Просто пам, 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 пам. Все. Красавица. Немного. Чуть-чуть буквально. Все равно узорчик получился. Вот. Моцареллу мы положили. Что следующее? Базилик. Басилико. Сейчас? Или... Конечно. Я думал, после печки А уже. мы и после тоже. То есть сейчас это будет для вкуса, а после будет для красоты. Ага. И просто покидать. Можно положить ее под шарик моцареллы, тогда она не сильно подгорит. Угу. Но это не важно на самом деле. Она Можно- все равно растечется. моцарелла. Можно опустить его листик в соус и положить под соусом. Тогда тоже не сильно пригорит. Мгм. Все, буквально там вот. Все. Мгм. Больше не нужно. Красота. Вообще. Так. Оливковое масло. Так. Европа вообще без оливкового масла не обходится. А мы тоже делаем. Что они с ним делают? A little bit of... Да просто едят, я не знаю, пьют на самом деле. И причем у них чуть-чуть оливкового масла. Это примерно вот так вот. Это просто у них оливки растут. У нас подсолнухи. Вот чуть-чуть оливкового масла, понимаешь? Чуть-чуть. Ага. Вот чуть-чуть. Так. Перед этим при всем все залили, да, оливковым маслом. Вот. И чтобы бортик был сильно хрустящий, можно сделать вот так. Ух ты. Чуть-чуть буквально. Вот. Чтобы он где-то местами у нас почернел. Ну, потемнеет, что больше будет жира. Тём, Все. ну, уже выглядит красиво. А теперь мы это ставим в духовку. То есть камень у нас раскалился. Духовка на максимальном жаре. Единственное, что можно добавить, если у вас духовка с конвекцией, то лучше включить конвекцию, чтобы больше было Сейчас горячего включу. воздуха. Включаем конвекцию и ставим в духовку. Ну, так-то у нас все составляющие есть. Там камень, ножницы, бумага. Погнали. Calzone. 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 Don't touch my calzone. Don't Мама мия, как это красиво выглядит. Don't touch my calzone. На сколько ставим? Она будет запекаться 5-7 минут. В зависимости от температуры духовки. Но в любом случае тесто запечется уже до того состояния, когда его можно будет есть через 3 минуты. А все остальное, чтобы начинка там подзолотилась, все это было муа. Вот, ждем 7 минут. Достаем. Прошло на самом деле 5 минут, наверное, не больше. Вот она. Прекрасная, божественная, вкуснейшая пицца.
Артем, ну красотища ведь. И запах. Наша пицца. Слушай, я пришел к тебе не с пустыми руками, на самом деле. У меня Так. есть пицца-нож итальянский. И я тебе его дарю, Спасибо чтобы большое. ты ел вкусную пиццу и пользовался каноничными инструментами. Грация. Прошу вас. Спасибо большое. Ух, ответственный момент. Вот так вот корку пробил. Слышите, корка какая? А, кстати, да, вот где микрофон? Корочка, потому что надо. Здесь есть прижаренки вот эти, да, на пузырях. Это абсолютно нормально, не дает, наоборот, больше вкуса. Итак, пробиваю корку и режу, да? И... Браво! Браво! О, грация. Вот она, горяченькая. Вот у нее корочка, все готово, все хорошо. Вот наши пузырики, да, которые были с самого начала. Она хрустит. Вот это вот хруст. Давайте корочку оторвем вот так вот. Только она воздушная внутри. Вот. То есть эти корки не страшно есть. Тут теста мало, здесь больше воздуха. Горячая, но так хочется. Ну, пробуй. Вот так вот. Сыр тянется, да? Классно. Господа, она офигенная. Это вкусная пицца. Хотя здесь только соус, моцарелла и базилик. Чтобы попробовать вкус теста, чтобы оценить сочетание этих вкусов, сначала сделайте маргариту. Это такая тест, наверное, да, на вкус. Если это вкусно, можете добавлять сюда все, что угодно, кроме майонеза и кетчупа. И это будет потрясающе. Сейчас мы покажем еще пару вариантов, как ее можно улучшить. Такие каноничные вкусы. Я очень хочу попробовать, что это получилось. Аромат Горячий. потрясающий. Тонкое тесто. Соус. Он не запекся, он прям сочный остался. И он потрясающий аромат. При этом при всем не плывет. Если бы было больше влаги, оно бы уже поплыло. Ну, то есть было бы больше воды, тесто бы промокло сильнее. А так, вот кусочек должен стоять. Если он падает, то значит с влажностью что-то не так. То есть вы Вот, за корочку переборщили. держу. Да, он должен стоять. И хрустеть, конечно же. И вот без всего, без начинки, просто соуса, корочка, это тоже очень вкусно. Белиссимо. Буоно. Вот это, господа, каноничная итальянская пицца. Пицца Маргарита – самая известная во всем мире пицца. Делается абсолютно просто и вкусно. Главное – вкусные продукты. Ребят, ну теперь я умею, и вы тоже. Мне кажется, это бесценный опыт. А мы сейчас сделаем еще 2 пиццы, и вы это увидите. А сейчас будет практически Маргарита, но есть второе исполнение с оливками и каперсами. Либо с оливками и анчоусом. Я к анчоусам не очень хорошо отношусь, хотя как бы они вкусные, да, тоже. Но я больше люблю с каперсами. Поэтому Давай. мы сейчас сделаем вариант с оливками и каперсами. Господа, вкусные продукты, помним, да? Оливки тоже должны быть вкусные. Возьмите оливки нестандартные, да, к которым вы привыкли. В железных Какие-нибудь банках. новенькие. То есть, ну, другого цвета. Еще что-нибудь. Вот, Я с удовольствием. у них Аромат? совершенно другой вкус, у них намного мощнее аромат. Так, мы надрываем оливки и раскатываем сюда, правильно? Раскидываем. Так Тут- интересно, это не оливки и не маслины какие-то. Немного, так, накидать тоже. Все должно быть небрежно, нужно накидать. Много не нужно. Все должно получиться в один слой. Дальше у нас идут чуть-чуть каперсов. Каперсы, блин, это жутко странная тема. Они сами по себе противненькие, но когда их куда-то добавляешь, они дают много такой пикантности интересной. А каперсы Мы это их что буквально... Это плод растения.
То есть растения, видимо, оно каперс. растет? А я не знаю. Ну, В Италии, если видимо, да? Европа их использует часто, но это в Европе, наверное, они растут. Может, как-то дерево знакомо называется, мы просто не знаем. Мгм. Вот, буквально вот я 4 штучки, там 5 штучек сюда положил. Все, этого будет достаточно. Дальше стандартная схема. Так, солить мы здесь не будем, потому что у нас оливки соленые, каперсы соленые. Также небрежно кидаем, чтобы они распылились у нас красиво. Немножко, то есть не надо все перебарщивать. Так, естественно, базилик. Базилик и томатный соус и моцарелла — это просто сочетание. Вообще. Я знаю, да, было изобретено для этого. И оливковое масло, насколько я помню. Да. Еще можно при этом, при всем, напевать какую-нибудь песенку. Амада мия, море мия. Ну да, или там типа Аббаляре, феминискетте маритале, ста мариари туто и Жу-жу-жу. Надо колпак тебе обязательно. Так, все. Ставим в духовку. Также, наверное, 5 минут. Будет готово. Погнали. То есть, вы видите, с процесса, как я достал тесто, по сути, до постановки в духовку проходит 3 минуты. И в духовке еще минут 5. То есть 8 минут с готового теста на пиццу. То есть, на самом деле быстро. А съедается еще быстрее. Пошла вторая пицца. Прошло 5 минут тоже где-то. Ох, пахнет каперсами причем. Тут бортик получился еще более прекрасно. Кидаем базилик. Надо его мять как-то? Не надо его мять. Он Надо? красивенький же. Так, берем нож. Да, Слышно же? прекрасный звук. Погнали. Это знаешь, там в пиццериях столешницы каменные. Ага. Когда достают пиццу свежую из печи, получается, начинают резать также корочку, пробивать, и слышно на всю пиццерию, как об камень бьется, тогда дзынь. Кайф. И все понимают, что у вас испеклась свежая вкусная пицца. Ну что, мне кажется, нет больше сил стоять и смотреть на это все. Давайте попробуем. Тоненькое тесто, тоненькое, красивое. Ребят, ну вот. какой аромат. Держится кусок. Вот это вот, если кусок держится, то все правильно. Мгм. Тесто было правильное, пицца восхитительно. Ну и горячо. Невозможно удержаться. А мы сейчас делаем еще одну пиццу из свежего теста, уже со сливками, картошкой, розмарином и беконом. Это, кстати говоря, моя любимая пицца. Я сам пришел к этому рецепту. Наверняка он уже где-то был, но я дошел до этого сам, и это прям бомба. Ну, сейчас будем делать пиццу по авторскому рецепту. Сейчас мы сделаем третью пиццу уже из свежего теста. Посмотрите просто, как оно поднялось. Тёма, оно же было маленькое, размером с кулак. наверное. Где-то в 3, наверное, раза. Даже в Это 4. все живые дрожжи. Обалдеть. За это время так отработали. Если будут сухие, оно будет немножко меньше за это же время. Но здесь ничего страшного нет. Дальше, что я делаю? Можно было его сразу поделить на маленькие шарики и положить маленькими шариками. Но так нам было просто удобнее, что оно лежит в миске. Ну да. Теперь я делаю как? Я могу либо взять немножко муки на руки, либо масло на руки. Я возьму и то, и другое. Здесь маслечко есть немножко по краям, я смажу. И просто вот так вот ладошкой, чисто визуально беру комочек теста. Так. Возьму еще немножко, чтобы чуть побольше было. И то же самое с ним делаю.
Вот. Это тесто немножко грубее. Вот, то есть оно не такое резиновое, не такое податливое. Если я его держу, ну видишь еще, Да. оно не сползает. То есть оно еще, как правильно сказать, это то тесто, просто более такое податливое, становится более мягким. Если это постоит еще где-нибудь часа 2, оно тоже станет намного мягче. Но я проводил тест клейковины вот на том кусочке теста, да? Сейчас я покажу на этом кусочке теста тоже. Вот, оно постояло уже, как рвалось тогда, и как теперь оно растягивается сейчас. Да. Вот, видишь? Угу. Вот, это разошлась клейковина. Видишь, из-за того, что постояло недолго, оно все равно немножко рвется. Ну, уже. Но это уже готовое тесто для пиццы, да. Так, все. Делаем, собственно говоря, то же самое. Почему она пицца бьянко? Потому что белая. А белая она потому, что у нас будет вместо пицца-соуса сливки. Ребят, ну как это делает Артем, это можно реально весь вечер стоять и смотреть просто завороженно. Это очень красиво и, самое главное, это очень вкусно еще. Так, сливочки. Бери ложку тоже. Сливки, я беру густые. Это 35%. Для того, чтобы они не растекались. Также не совсем много, но чтобы соус был. Дальше мы берем наш вареный картофель. Ломаем его пополам. То есть он еще в Можно мундире? Да, он в мундире. Можно его сломать и просто серединку достаем. Ну, или мундир снимаем с него. И делаем вот так вот. А что, так можно было? Вот. И у нас А получилось. я все время чистил его. Так можно было и сразу сварил в тарелку, покрошил и все. Ну, Блин, удобно. Все, готово. Так, дальше мы сюда должны положить розмарина. Свежего розмарина, к сожалению, сейчас нет, поэтому мы покладем сюда Положим. сухой розмарин. Не знаю, как правильно. Положим. Покласть, наверное. В общем, Да положить, положим. кто его знает. Вот, немножко розмаринчика. Подожди, И- Артем, а там же вроде должен быть тимьян с картошечкой. Это идеальное сочетание с беконом. Вот бекон, картошка, розмарин. Ага. Если картошечка, сливочное масло, то тогда тимьян. Мгм. Ну, на самом деле никто вас не осудит, если вы сделаете и так. Но здесь я хочу все-таки розмаринчика. Вот. И немножко кусочками бекон, даже немножко вот так вот свернув, чтобы они не сильно подпеклись, чтобы остались еще немножко мягенькие Мгм. в серединке. Буквально там, не знаю, 2, наверное, полосочки. Не сильно много. Вот 2 полосочки. То этого, наверное, много, но бекон вкусный, не могу себе Какая сказать, красота. бекон. Все? В смысле все? Все? Все. Больше никакой зелени, ничего? Можем положить сюда немножко еще моцареллы, Давай. но оно и без моцареллы тоже будет вкусно. Давай потому немножко что сливки будет. Да. Давай все-таки проведем тот эксперимент с сыром. Давай. Я возьму 2 кусочка рассольной моцареллы, вот сюда положу, в одну сторону. И положу 2 кусочка моцареллы вот без рассола. Который. Давай. Вот так вот. 1, 2. Естественно. Конечно же. A little bit of extra. Чуть-чуть, Олег. Чуть-чуть. Вот совсем чуть-чуть, как они все время делают. И льют. Чуть-чуть. Ты забыл борта погладить. Да, не так запеку. Ну, можно мазать, можно не мазать. Ну Вот так вот. Оп. Все, ставим в духовку. Достаем нашу пиццу. О, запах какой прям вот розмарином пахнет беконом. Горячо все. Очень горячо. Оп.
Все, режем. Тут тоже, слышите? Здесь пузырьков намного меньше, потому что оно не постояло в холодильнике 3 дня. И если его оставить чуть подольше, пузырьков, конечно же, будет больше. Но она все равно такая же воздушная и хрустящая при этом, при всем. Слышишь звук? Угу. Звук волшебный. Это просто призыв, иди есть. Пицца Бьянко, господа. Со сливками, картошечкой, розмаринчиком и беконом. Горячий. Розмарин, картошечка, бекон. Сочетание само по себе. Божественно. Как всегда. Ребят, пора мне тоже уже включиться. Так и уйдет пицца-то, знаю я его. Горячий такой. Ой, 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 и сыр тянется. Так, а мы же хотели проэкспериментировать. Смотри. Вот видишь твой кусочек? Он твердый. Ага. Он поджарился, и он вот как я его положил, вот кусочек. А здесь ты видишь? Я кинул, и он расплылся. Поэтому площадь как бы, он расплылся, и все получается в моцарелле. Ну, да. А здесь вот кусочек, который я положил, вот он лежит. Спасибо за подарок, Тёма. Так вот и дари, блин, подарки. Блин, как так-то? Что, дерево? Да. Ну, не русское дерево. Вот русские кожемяки, да? С итальянскими приблудами. Слушай, да, недолго я попользовался. Но опять же, картошка требует больше соли. Имеет ли смысл посолить? Ну, конечно. Всегда сверху можно засолить еще. Можно положить еще один пластик бекона. Баланс великолепный. Я думаю, это вот как раз благодаря сочетанию именно с розмарином. Он как-то вытягивает по вкусу. Все. Волшебно. Корочки получились не такие пышные, но при этом при всем они точно так же хрустят. И вкусно. Тесто само по себе вкусное. Ну, слушай, обычно, когда я заказывал пиццу, я ел все до корочек, а их оставлял. А здесь реально ее хочется съесть. Потому что вкусное тесто. И, знаешь, доставка пиццы – это все равно не то. Пицца, вот она сейчас остынет, полежит здесь минут 30, у нее станет другой совершенно вкус. У нее застынет моцарелла. У нее ароматика прекратится, потому что остынут продукты и перестанут сильно пахнуть. Она станет совершенно другого вкуса. И когда вы заказываете пиццу откуда-то, вы тоже ее... Она из печи вышла совершенно другого вкуса. А пока она к вам доедет, она станет другого вкуса. Это там, нужно в принципе, понимать. Там корочки мягкие постоянно, там тесто мягкое. Ее невозможно вот так держать. Она так... Если она остынет, скорее всего, тоже. Немножко начнется. Плюс еще, представляешь, горячее положить в коробку,
она же отмокает, там же пар, там повышается влажность. И она становится мягче. То есть она перестает быть хрустящей. Вот, поэтому пиццу, если вы хотите по-настоящему поесть пиццу, я понимаю, там собраться компанией какой-нибудь, чтобы ничего не готовить, под пивасик, заказать пиццу вкусненькой колбаской, там еще с чем-нибудь. Это будет тоже вкусно и прикольно. Но каноничная итальянская пицца – это все-таки горячий продукт. Достал ее из духовки, там, через 10 минут, когда она уже остынет нормально, когда ее можно будет есть, ее нужно есть. Потому что через 30 минут она станет другой. Ну, в общем, тогда надо либо дома, либо в заведении. Угу. Вкус меняется. Тём, ну это было волшебно, на самом деле. Твой рецепт авторский мне очень понравился. Ребят, извините, я с набитым ртом говорю. Невозможно не есть просто. Мне очень понравился рецепт, что сливки вместо соуса. Это так нежно. И при этом розмарин подчеркивает вот все оттенки вкусов ингредиентов. Ну, баланс потрясающий. Давайте сейчас сделаем пиццу. Мы сделаем. Уже не будем показывать на камеру, как делаем. Ну, вы уже поняли. Мы сейчас сделаем пиццу и перейдем, собственно, к дегустации American Pale Ale. Ура!